Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя. Сегодня свяжем вот такую корзинку с двумя ручками. Можно связать и одну ручку, использовать ее как подвесную корзинку. Я буду вязать из хлопкового шнура 3 мм. Нам понадобится на данную корзинку 70 метров шнура. Также я буду использовать крючок номер 5. Такую корзинку можно будет связать из трикотажной пряжи, также из полиэфирного шнура. Донышко вяжется по схеме идеального круга. Я здесь провязала 7 рядов. У меня есть мастер-класс вот по такому кругу. Ссылку оставлю вот здесь. Только если вы захотите связать корзинку небольшого размера, то вам понадобится всего 5 рядов из трикотажной пряжи. Еще есть мастер-класс по корзинке из полиэфирного шнура, где я также подробно объясняю, как вязать круг. И здесь связан круг из полиэфирного шнура 5 мм, и донышко совпадает с размером донышка из хлопкового шнура. Здесь также 7 рядов. Можете посмотреть данное видео. Как провяжете круг, обязательно его отпарьте. А сейчас мы сделаем соединение и перейдем к стеночкам. Вытягиваем нить, заводим крючок под косичку, вытянули петлю, крючок заводим вот сюда, между двумя нитями и под перемычку. Накидываем петельку, затянули, вытягиваем петлю и провязываем столбик. Далее по всему краю мы будем провязывать столбики без накида. Захватываем верхнюю дужку косички, под перемычку крючок вводим и провязываем столбик. Петлю вытягиваете на высоту с петлей на крючке. Вяжите свободно, не сильно туго, и ниточку подтягиваем слегка. И так провязываем до конца. Делаем соединение первого ряда. Крючок заводим вот сюда между столбиками. Накидываем петельку и затягиваем. Вытягиваем петлю и провязываем столбик. Далее мы вяжем между столбиками. Крючок заводим вот в эти отверстия и провязываем столбики. Итак, мы провязываем второй, третий, четвертый и пятый ряды. Соединение делаем точно такое же. Далее провязываем самостоятельно. Делаем соединение пятого ряда. Крючок заводим между двумя вот этими петлями, которые образовались у нас. Накидываем петельку на крючок, затянули и вытягиваем. В шестой ряд мы будем вязать столбики с накидом, поэтому петлю вытягиваем побольше, на высоту столбика с накидом. И делаем оборот слева направо. Захватываем рабочую нить, ведем вниз и выводим вперед. 2 петельки на крючке у нас получились, их провязываем вместе. Так мы сделали имитацию столбика с накидом. Далее провязывать будем за верхние дужки косички, вот за них. Делаем накид на крючок, захватываем верхнюю дужку, провязываем 2 петельки и снова 2.
следующую. Снова накид. И так провязываем 6-й ряд до конца столбиками с накидом. И по краю у нас будет оставаться вот такая вот полосочка. Довязываем до конца. Делаем соединение ряда. Заводим крючок между столбиками. Накидываем петельку. Вытянули петлю и провязываем столбик. 7-й ряд мы будем вязать столбиками без накида. Также в 7-м ряду мы сделаем убавки. Убавки я буду делать в 6 местах. У меня 42 столбика, поэтому 42 делим на 6, получается 7. Через каждые 7 отверстий мы будем провязывать убавку. Допустим, мы делаем вот здесь вот убавку. И отсчитываем 7 отверстий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 7-ю мы снова отмечаем ее маркером. Далее снова считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отмечаем маркером. И так по всему краю. Итак, мы отметили в 6 местах, где у нас будут идти убавки. Провязываем столбик в следующее отверстие. И здесь мы уже делаем убавку. Убираем маркер. Заводим крючок в отверстие. Вытянули нить, не провязываем. Заводим в следующее. Вытягиваем. И у нас 3 петельки на крючке. Мы их все вместе провязываем. Таким образом мы сделали убавку. Далее вяжем до следующего маркера. Довязали до маркера. Убираем его. И снова делаем убавку. Вытянули петлю, не провязываем. В следующее. И 3 петельки провязываем вместе. Так, сделали убавку. И далее точно так же довязываем столбиками без накида до маркера. Там делаем убавку. Провязываем до конца. Делаем соединение 7-го ряда. И далее последующие ряды вяжем столбиками без накида. И никаких убавок уже не делаем. Также провязываем между столбиками. Итак, я провязала 8-й, 9-й ряд без прибавок. Сейчас мы будем вязать 10-й ряд. Я сделала уже соединение. В 10-м ряду у нас будут ручки. Я уже отметила маркером, где они будут находиться. Если вы захотите сделать подвесную корзинку, при желании можно сделать только одну ручку. Итак, провязываем до маркера. Убираем маркер. Провязываем столбик.
И далее набираем 15 воздушных петель. Вы можете набрать любое другое количество, какую вы хотите ручку, подлиннее, покороче. И соединять мы будем вот здесь. Я между ними оставляю 1, 2, 3, 4, 5 отверстий. В шестое буду соединять. Заводим крючок, вытягиваем нить и соединяем. Далее провязываем столбики до следующего маркера. Здесь также делаем столбик и провязываем 15 воздушных петель. Соединяем. И далее провязываем до конца столбиками без накида. Довязали. Теперь делаем соединение и будем обвязывать края. Вытягиваем петельку. Заводим крючок между столбиками. Петельку вытягиваем вперед. Крючок заводим в следующее отверстие. Захватываем рабочую нить и соединительными петлями провязываем по краю. Довязали до ручки. Теперь здесь мы также будем делать обвязку. Захватываем верхние дужки косички и провязываем также соединительными петлями. Обвязали ручку, далее продолжаем точно так же с соединительными петлями обвязывать край. Также обвязываем до следующей ручки, повторяем все то же самое, обвязываем ручку и довязываем до конца. Довязала до конца, теперь нам нужно сделать соединение. Нить обрезаем, вытягиваем и делаем соединение. Далее кончик нити мы прячем. Можно взять крючок поменьше и спрятать его между петельками. И у нас получилась вот такая вот корзинка. Размером у нас в высоту 11,5 и по донышку приблизительно 12 сантиметров. Надеюсь, вам все было понятно. Остались если вопросы, пишите в комментариях. Также вы можете связать вот такую корзинку с отворотом
также из хлопкового шнура. Переходите по ссылке.